Приветствую вас, друзья, на канале OK English. С вами Елена Викторовна. Мы проходим английский курс, который называется Sound Natural, который я планирую составить из 100 уроков, курс по американскому английскому языку, где вы найдете разбор 100 популярных разговорных конструкций, которые часто используют американцы. В каждом уроке вы обязательно прослушаете примеры и диалог на английском языке, но сперва мы их, естественно, разберем, посмотрим, какие интересные слова нам с вами попались. Уроки должны быть по плану лаконичными, то есть я буду стараться уложиться в лимит 10 минут. Ну что ж, если вы готовы, то переходим к третьему уроку, где мы рассматриваем конструкцию as far as. Итак, такую конструкцию удобнее всего переводить на русский связкой «насколько». Вот список наших слов, и сразу начинаем с примеров. На них мы посмотрим, как это работает. As это повторяющийся союз. В середине может на самом деле располагаться либо прилагательное, либо наречие. В данном случае у нас far прилагательное. As far as I can remember, he didn't come home until midnight. Насколько я помню, он не возвращался домой до полуночи. Итак, as far as I can remember, насколько я могу помнить. Насколько? As far as. Дословно мы не переводим данную конструкцию, она уже, можно сказать, устойчива, хотя мы еще вернемся к повторяющемуся союзу SS, а также мы разбирали повторяющийся союз SS в одном из уроков Красного Мёрфи «Грамматика для начинающих» и говорили там о данной связке, также в варианте not so as. Это, насколько я помню, 80-е уроки, друзья мои, зайдите посмотреть. So, as far as I can remember, насколько я могу помнить. Пример номер 2. As far as I can recollect, there were a few people in the village then. Насколько я могу вспомнить, было немного людей в деревне на тот момент. As far as I recollect, насколько я помню. Recollect – помнить или вспоминать, да? Насколько я могу вспомнить. As far as I recollect или as far as I can recollect. Очень часто здесь будет стоять can, потому что ее, как бы удобно использовать. И can здесь, по сути, можно даже и не переводить. Просто вариант as far as и as far as I can несут, по сути, один и тот же смысл. So, as far as I recollect, насколько я помню. Recollect – помнить, вспоминать. Запоминаем этот глагол. There were – было. Дальше мы указываем, что было и где было. Что было? Few people – мало людей. Где было? In the village – в деревне. Then – в тот момент. As far as I recall, they quarreled very often at that time. Насколько я могу помнить, они очень часто ссорились в то время. As far as I recall. Recall – то же самое, что recollect – помнить. Разница минимальная. As far as I recall. То же самое можно сказать. As far as I can recall. They quarreled. Они ссорились. Quarrel – это ссориться, ругаться, скандалить. They quarreled. Они ругались, скандалили, ссорились. Very often – очень часто, когда at that time. Кстати, вот тут вот очень удобно, друзья мои, на примере данных предложений посмотреть на то, как располагаются дополнения. В английском языке мы обычно сперва указываем, где все происходило, in the village, потом указываем, когда, then или at that time. Вот та связочка, которая характеризует время, когда происходило действие, эта связка, как правило, стоит в самом конце предложения, но иногда ее можно ставить и в начало. As far as I can see, he's a big liar. Насколько я могу видеть, он большой врун. Liar, врун, лгун, да? As far as I can see, насколько я понимаю, здесь can see даже уже теряет значение видеть. В русском языке мы чаще используем вариант, насколько я могу судить, насколько я понимаю. As far as I can see, he's a big liar. Он большой лгунишка. Так, друзья мои, тут вроде бы все ясно. Еще раз перечитывайте предложение, двигаемся дальше к диалогу. As far as I can remember, he didn't come home until midnight. As far as I recollect, there were a few people in the village then. As far as I recall, they quarreled very often at that time. As far as I can see, he's a big liar. Далее, друзья мои, диалог. Кстати, я вам очень рекомендую диалоги учить. То есть вот мы его разбираем, да, вы его слушаете, как этот диалог читают для вас дикторы, носители языка. Потом очень-очень рекомендую вам брать этот диалог, просто запоминать его, поверьте, в нужный момент. У вас, как говорится, выстрелит из памяти фраза из диалога, и поверьте, за 100 диалогов вы наберете достаточный багаж фраз, чтобы уже поддержать
простую беседу на английском языке, при этом беседа будет довольно-таки грамотной, вы не будете чувствовать себя, как говорится, зажатыми в тиски незнакомого языка. Итак, читаем диалог. Have you seen Tom? No. As far as I can remember, he was supposed to be on a business trip to Lisbon. Yes, but he was supposed to be back by now. Have you called his home? Yeah, but there is no answer. Maybe you should call the police and file a missing persons report. Итак, переводим. Ты видела Тома? Нет, насколько я помню, он должен был быть в командировке в Лиссабон. Да, но он должен был вернуться к этому моменту. А ты звонила ему домой? Да, но ответа не было. Может быть, стоит позвонить в полицию, обратиться в полицию и написать заявление о пропавшем человеке? Have you seen Tom? Ты видел Тома или ты видела Тома? Мы хотим узнать о результате, да, не просто когда там в прошлом человек кого-то видел, а видел ли он его и может сейчас сказать, что да, есть такой результат, человек уже приехал, я его недавно видел. Вот для того, чтобы показать такой результат, мы используем время present perfect, которое состоит из have и seen, глагола see в третьей форме. Have you seen? No. As far as I can remember, he was supposed to be on a business trip to Lisbon. Итак, разбираем это длинное предложение. As far as I can remember. Опять видим эту конструкцию, которая помогает нам выразить наше мнение. Насколько я помню, или если мне не изменяет память, насколько я могу вспомнить, вот все это в английском языке выглядит как as far as I can remember. Или as far as I remember. Можно без can, да? He was supposed, он должен был быть. Be supposed to do something – это быть должным что-то сделать. He was supposed to be, он должен был быть. Где же он должен был быть? On a business trip, в командировке. Дословно, деловая поездка, в русском языке имеется слово командировка. Business trip, командировка и куда? To Lisbon, в Лиссабон. Лиссабон, Lisbon на английском языке. As far as I can remember, he was supposed to be on a business trip to Lisbon. Yes, but he was supposed to be back by now. Да, но он должен был вернуться к этому моменту. Опять видим be supposed to. Та же самая конструкция, да? Он должен был уже by now, к этому моменту, be back, вернуться. Be back – это возвращаться назад. Дословно быть вернувшимся. He was supposed to be back. Он уже должен был быть вернувшимся, да? Или он должен был вернуться by now, к этому моменту. Have you called his home? Ты звонил или звонила ему домой? Call home – позвонить кому-то домой. Yeah, but there is no answer. Да, но никто не ответил. No answer – нет ответа на телефонный звонок. Maybe you should call the police and file a missing persons report. Может быть, стоит позвонить в полицию и написать заявление о пропавшем человеке. Итак, should – модальный глагол, который выражает совет или рекомендацию поступить так. У нас будут с вами впереди еще конструкции, которые включают в себя should, но в любом случае это модальный глагол, который мы опять же проходили отдельно в грамматике для начинающих, для среднего уровня. Зайдите, посмотрите уроки, так и называются, модальный глагол should. Maybe, возможно, you should call, тебе следует позвонить. Call the police, позвонить в полицию. And file, слово file это не файл. Файл в данном случае удобнее всего переводить русской связкой подать заявление или написать заявление. И какое же заявление? File a report, да, как подать заявление. И вот здесь у нас перед словом report идет пояснение. A missing persons report. Missing person, пропавший человек. A missing persons report, то есть заявление о пропаже человека. A missing persons report. Апостроф S это не is сокращенное, не has, друзья мои, это притяжательный падеж в английском языке. То есть чей, кому принадлежит какой. То есть какой доклад, какое заявление. A missing persons report. Заявление о пропавшем человеке или заявление, составленное по данному пропавшему человеку. Притяжательный падеж. Также у нас есть в разборах. Ну что ж, вроде бы все разобрали, да, ничего такого мега сложного нет. Давайте еще разочек повторим новые слова и наш диалог. Remember – помнить, recollect – вспоминать, recall – помнить. Все три слова являются синонимами. Quarrel – ссориться, liar – лгун, be supposed to – быть должным, должен что-то там сделать. Business trip – деловая поездка, командировка.
File a report – написать заявление. Или есть вариант перевода подать рапорт, но здесь он не подходит. Missing person – пропавший человек. Итак, перечитываем наш диалог. Have you seen Tom? No. As far as I can remember, he was supposed to be on a business trip to Lisbon. Yeah, but he was supposed to be back by now. Have you called his home? Yeah, but there is no answer. Maybe you should call the police and file a missing person report. Окей, друзья мои, я думаю, теперь вы готовы для того, чтобы переслушать еще разочек те материалы, которые мы разобрали, для вас их прочитают дикторы. Обязательно послушайте несколько раз английскую речь, постарайтесь прочитать материалы с той же интонацией и имитировать хотя бы на начальном этапе произношения акцент, который есть у наших дикторов. Напомню, дикторы у нас американцы. И ваша задача, опять же, научиться минимум хорошо читать этот диалог и переводить его, максимум выучить его на память. Надеюсь, у вас все получится. На этом можем наш урок заканчивать. Занятие провела Елена Викторовна. Следите за новинками. В данном плейлисте новые уроки будут постепенно появляться, и мы с вами разберем целых 100 популярных разговорных американских конструкций. Желаю вам успехов в освоении английского языка. До скорой встречи, друзья мои. Bye-bye. Sentence structure number 3. As far as I remember. Examples. 1. As far as I can remember, he didn't come home until midnight. 2. As far as I recollect, there were a few people in the village then. 3. As far as I recall, they quarreled very often at that time. 4. As far as I can see, he's a big liar. Dialogue. Have you seen Tom? Nope. As far as I can remember, he was supposed to be on a business trip to Lisbon. Yes, but he was supposed to be back by now. Have you called his home? Yeah, but there is no answer. Maybe you should call the police and file a missing persons report.